Всем доброго здоровья! У нас очередная тренировочка на канале. С вами, как всегда, Екатерина и Дмитрий. Всем привет! Вот, как твои дела после понедельника? У нас был достаточно большой перерыв в тренировках именно с инструктором, поэтому мне интересно... В понедельник, смотри, я тебе расскажу, в понедельник я был очень уставший, а велосипед крутил мои педали крутили мои ноги сами, потому что я не мог нажимать. Вчера, правда, я встал 30 раз, как положено, за час, чуть помедленно, в брусьях, да, чуть помедленнее, но я встал. Было не то, что тяжело, это было просто какой-то переломный момент. У меня болят так задние поверхности. Ну, я, знаешь что, я вчера понял, как вставать. Ну, и как вставать. То есть я врубился, вот, нажим ногами в пол, и я именно ногами вставал, и мне легче вставать. Как вот объяснить, если ни хрена не знаешь слов? Короче, ну вот нагибаешься так вперед и встаешь. А сейчас я вставал вот как-то так, тянулся макушка вверх, и сразу выпрямлялась сразу спина и ноги. Поняла? Я поняла, да. Вот, и оказывается, мне так проще вставать, легче, но я устаю намного быстрее. То есть я встал 20 раз, и уже последние 10 раз я уже там вставал так, криво там и ногой одной, и на бок, и рукой. Короче, это было вообще комедия, нужно было снять, так поржали. Но не было кому снимать. Вот такие дела. Но вчера я покрутил, да, велосипед хорошо, как положено. То есть, в принципе, вытянул все хорошо. По поводу вот этих твоих новых ощущений при вставании в брусьях. Значит, смотрите, на начальном этапе, когда вы поднимаетесь возле шведской стенки либо в брусьях, Дима, мы сейчас немножко расскажу, да, дам Диме задание и немного расскажу про разницу. Значит, что мы делаем? Мы садимся ровненько, либо становимся прямо, макушечка тянется вверх, спина прямая, колени угол 90 градусов, стопы плотно прилегающие к полу в обуви. Да? Что мы делаем? Мы делаем 20 раз движения плечами, мы их максимально поднимаем вверх к ушам и сбрасываем вниз 20 раз. Затем наклоняем голову на грудную клетку, а наши плечи и лопатки работают опять вверх и вниз. Смотри, короче, повторяем понедельничную тренировку. Да. Но как будут это? еще парочку. Да, я не сомневался, что да. Парочку упражнений. Да, Катя, тебе все говорят спасибо большое за ответ на вопросы и за то, что ты придумала такой канал. Короче, все тебе благодарят. Спасибо Кланяются большое. в ножки. Вот, но канал придумала не только я, но и Дима тоже. Ладно, я поехал, а ты едь. А ты иди. А я расскажу про вставание. Значит, смотрите, на начальном этапе, когда вы поднимаетесь, ваша задача, как подниматься, да? Руками, к примеру, взяли за шведскую стенку, наклонились немножко вперед, грудную клетку подали, и затем грудным отделом, носом и макушкой вы вырастаете вперед и вверх. И уже как получается, дотягиваете поясницу и таз. В тот момент, когда ваши ощущения в пояснице и в тазу становятся более яркими, назовем это так, да, то есть, может, вы ее полностью не ощущаете, но начинаете понимать, где же ваша поясница, где ваш таз, да, то в этот момент вы делаете все то же самое. То есть вы сидите, опять наклоняетесь немножечко вперед для того, чтобы сместить центр тяжести. В этот момент, как бы там ни было, ноги находятся либо в коленоупоре, либо нет, если они вдруг замыкают у вас. Ну, скорее всего, на начальном этапе это будет колено-упор. Да? Когда вы смещаете центр тяжести вперед, вес падает вам на ноги, и они в этот момент тренируются, даже если вы их не чувствуете, и они каким-то образом находятся в колено-упоре и в каких-то конструкциях. Далее вы выталкиваете уже опять грудь, нос, макушку вверх, и к этому моменту представляете, что на вас ремень, и вы пряжечкой ремня дотягиваете поясницу, а соответственно и таз тоже к шведской стенке. То есть эти ваши вставания именно вот такого плана. Вот у меня такое было. Короче, а лопатки уходят в какой-то момент, когда вы переключаетесь на пряжечку ремня, да, то есть когда вы уже животом дотягиваете и тазом вперед, в этот момент вы немножко лопатки уводите назад, но макушка продолжает тянуться вверх. Да, и в момент я перерастягиваюсь аж в дугу, а потом уже выравниваюсь. Да. Ну, как-то так. Ну, то есть вот оп, когда уже таз сюда прижали, и тогда оп, поправили уже плечи. Это тоже вариант, откуда знаете? Это тоже следующий этап вставания. Далее, когда вы уже начинаете тренировать ноги, у вас пошли замыкания в колени, вы начинаете понимать, как работают ваши мышцы в ногах, тот этап, который сейчас у Димы.
Да? То есть вы, когда уже стали на степ, либо ходите в ходунах, прям чувствуете свои ноги, в этот момент постарайтесь, когда вы тоже встаете, неважно, брусья это, либо шведская стенка, вы опять тянетесь грудным отделом, вырастаете вперед и вверх, но в этот момент, вы же уже понимаете, где ваши ноги, вы пятками как будто давите в пол. Да, то есть вы в этот момент, да, то есть пятками прожимаете какую-то платформу, либо давите какую-то пружину. И в этот момент включается как раз-таки бедро, передняя, задняя части и ягодицы. Я, знаешь, как вот это вдавливание в пол, да, на пятки ты правильно делаешь акцент. Многие говорят, что когда сосредотачиваешься на пятках, начинаешь понимать по-другому. Я ассоциировался, когда ходили в детстве в тренажерный зал, вот этот вот жим ногами, тренажер, да. Вот он, вот как будто ты вот его жмешь. Только в пол. Да. То есть получается чуть-чуть, у меня получилась обратная ситуация. То есть я вот в пол жму, а сам стою. Ну, то есть как-то так. Но оно получится синхрон, потому что да. в момент ты вверх натренировался вставаниями, и получается, ты просто уже сосредотачиваешь, ты знаешь, что тебе делать верхней частью корпуса, да, и поэтому, что работает, как работать ногами, тут ты уже сосредотачиваетесь в осознанное движение. А мы продолжаем упражнение. Я похудела, я 2 дня уже на диете. Да, заметно у тебя. Как похвалить его, чтобы было понятно, что нет. Я не лукавлю. Так, я беру утяжелители и выполняем вместе с тобой комплекс на кардио. Значит, что мы делаем сейчас? Мы через стороны поднимаем руки вверх. Так. Затем мы перед собой поднимаем руки вверх. После этого мы делаем битье груши, которая висит перед нами. Затем уводим руки назад, раскрывая грудную клетку. После этого от плеча выталкиваем вверх, разгибая, сгибая локтевой сустав. И добавим еще парочку упражнений. Смотрите, всем новым подписчикам. Раньше я занимался сидя на диване, в коляске, потом я пересел на кушетку и потом только уже пересел на стул. Это все было в процессе. А кому интересно, можете посмотреть первое видео, начальное, там циферка в конце, либо в начале, это означает номер тренировки, которая выложена. И обращайте внимание на исходное положение. Кардио мы начали делать недавно, если у вас не получается, вы можете сделать себе другую, но лучше кардио тоже делать, только без Без ускорения, без утяжелителя, да. Вы можете делать все эти же упражнения, вы просто можете поднимать руки вверх, опускать их вниз, плавно. Не получается 2 сразу, например, вас куда-то уводит в сторону, вы можете просто прорабатывать одну руку, затем вторую руку. Точно так же одну руку спереди, вторую руку сзади. Точно так же прорабатываем, да, выносим немножечко руку вперед, разгибаем, сгибаем в таком случае Второй придерживайтесь, но не вцепились, например, в кресло-коляску, да, а просто старайтесь удержать. Чуть-чуть отвели руку вперед, вернули. Так, а мы начинаем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вдох, выдох, вдох, выдох, впереди себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, Вдох, у меня в глазах моргает. выдох, вдох, выдох. Что это? Бокс. Бокс, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Я устал. Раскрывая грудную клетку, ладошки смотрят назад, если вы с гантельками, значит, гантельками к стене. Работаем, раскрываем грудной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь от плеча выталкиваем вверх. Я устал, вообще реально все. У меня обморок голодный. Я тебе водички потом дам. Обещаешь? Конечно. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
и 10, 10. С пластика. Вообще. Подкрутила тебя красивенько. Да. Хорошо. Вдох, выдох. Подожди, что-то все тяжело заходит. Отдыхаем. Отдыхаем от полминуты до минуты. Ты как-то и на стуле чуть-чуть да. Ну. Прокрутился. Я что про это и говорю, ты мне не веришь. Не, наверное, тоже далеко. Надо. Далековато? Ага, Давай. Спасибо. Не широко, хорошо. Сейчас. Тебе нравится? Да. Ну, Ну, можно чуть-чуть, вот совсем чуть-чуть. По костям таза, так сказать. Так. Сейчас, подожди, Давай. Восстанавливайся. Все эти же упражнения, если вы будете выполнять в спокойном темпе, например, уводя руки назад, можете немножко делать паузу в каждой точке, да, когда уводите руки назад. Когда выводите руку вверх, тоже подняли, поддержали баланс тела. Можно опустить до бедра. Работаем через стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Ой, что совсем руки не поднимаются. Давай, отдыхай. Мне кажется, утяжелитель мне утяжелило, пока меня не было. Намочила песок. Раз. Как можно утяжелить утяжелители с песком? Намочите их. Вообще, криво сижу, не могу понять, что. Ладно, все. Раз. Ближе ноги. Да. Что-то не то, Катя. Что-то не то со мной. Давай, пробуй. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Не заходит. Не заходит сегодня кардио. Делаем тогда 2 подхода, и как раз те упражнения, которые я запланировала. Вот совсем. Как сметану болтаешь вообще. Может, устал? Может. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Так. Обязательно восстанавливайте дыхание. После каждого упражнения делаем минимум 3 вдоха, 3 выдоха. Давай назад. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Мне, наверное, вчера руки сильно устали. Возможно, потому что в брусьях тоже рука нагружается, причем достаточно хорошо. Обязательно восстанавливаем, сосредотачиваемся на дыхании, делаем минимум 3 вдоха, 3 выдоха. Ладно. Давай. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Убираем утяжелители. Да. Однозначно. Надо воды.
Восстанавливаем дыхание. Руки болят очень сильно вот здесь. Сейчас как раз подрастянем. Под мышками, короче. Вообще болят. Даже не мело. Даже отнемела рука. Онемела. Значит, нагрузил вчера тоже хорошо. Берем палочку либо резинку. Так. Резинку мы натягиваем, но не перерастягиваем. И начинаем выполнять широким хватом. Поднимаем руки вверх, раз, сгибаем в локтях, 2, выпрямляем, 3, опускаем, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 2. Раз, два, три, 3. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 5. Раз, два, три, 6. Давай. Раз, два, три, 7. Раз, два, три, 8. Раз, два, три, 9. И раз, два, три, 10. Хорошо. Палочку убираем, ленту убираем. Короче, они вот сейчас я поднимал руку, руки вверх все онемели вообще. Полное онемение. Давай сделаем еще одно упражнение. Давай. Или несколько. Скорее всего. Так и будет. Так, что мы делаем? Мы поднимаем руки, сгибаем их в локтевых суставах. И далее сгибаем локтевой сустав, касаемся грудной клетки правой рукой, левой рукой поочередно. Руки могут висеть расслабленно, либо руки могут быть прямыми. То есть здесь два варианта исходного положения. Что Либо... он дает? А ты почувствуешь. Короче, ты не знаешь. А потом я расскажу, ну как же я не знаю. Это работа трапеции, дельты, локтевого сустава. А когда, если вы работаете с выпрямлением, то еще и трицепс. Сколько платят за такую работу? Дорого. Давай. И. Раз. Раз. Два. Держись. Два. Макушка тянется. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Выпрямляй. 7. 7. 8. Через низ. 8. 9. Что-то спастика задолбала. 9 и 10, 10. Ну как? Как бы как все. Все вообще у меня все устало, я не знаю. Так, хорошо. Теперь выпрямляем руки. И то же самое делаем через верх. Касаемся, да, как будто машем, как будто с одной стороны и с другой стороны. Удерживаемся макушкой вверх, спина прямая. Начинаем работать. Подожди, я не могу. Давай попьем воды. Я не Давай. могу. Мне очень тяжело все. У меня сегодня все очень тяжело, Катя. Ты перетрудил себя. Наверное, что? Не надо было, наверное, что-то делать. Ну что? Вообще все пофигу. Давай начнем. У меня спастика, видишь, идет по сторонам, Вижу. по бокам. Может, сегодня как-то в бок надо... А, у нас же сегодня как раз в бок и растяжка. Возле шведской стенки, да? Мгм. Колыхание. Колыхание. Маятника. Давай. Растянулись и через верх, как будто машем. Раз, два, больше груди. 3, 4, да. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. 10, 9, 8, держись. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Расслабились. И еще один вариант этого же упражнения. Руки в стороны, только теперь мы прячем их за поясничку. В одну сторону и во вторую. Надо сказать, Да, будем это тектроник танцевать. Тектроник.
Если вы сидите в коляске и еще не держите спину, вы можете выполнять это упражнение за спинку кровати. Если Так, вы, мне надо выдвинуться, да, тебе желательно выдвинуться. Если вы сидите уже давно на стуле, да, то лучше выдвинуться и именно за поясничку прятать руки. Давай, не кривись. Ты сегодня такой счастливый на камере. Аж плакать хочется. Я плачу уже давно. Давай, руки в стороны. Начинаем. За поясницу прячем. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. 7, 8, 8, 9, 9 и 10, 10. Хорошо, расслабились. И как? Топку все это. И заканчиваем нашим любимым упражнением. Миксуем, получается, руки в стороны. Одна прячется за поясницу, другая за затылок. Я сказала в обратном порядке, не так, как согнула руки. Это абсолютно нормально. Для женщины. Да. Поэтому выпрямили ручки, одна прячется за затылок, другая за поясницу, выпрямляем и меняем их местами. У меня в глазах муть, у меня, наверное, давление, наверное, погода у нас поменяется 100%, потому что я не могу сейчас так плохо чувствовать. Ну, проверим. Твою метеозависимость, будешь нам погоду говорить, вещать. Давай. Раз. Раз. Два. Два. Три. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 и 10, 10. Хорошо, класс. Отдыхаем, занимаемся шеей. Отлично. Все. Я хочу полежать уже, кстати. Ну, как вы полежать, еще... это попозже, через 1,5 часа. Принеси еще, пожалуйста, воды. Что? Я же даже плохо слышу, Катя, на самом деле. Глоток воды. Я не слышу. Видишь? Тогда смотри и повторяй. Так, начинаем. Следующим нашим упражнением будет убираем плечи назад и вниз и макушечкой вытягиваемся вверх. Выполняем это упражнение 7 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Опять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дорогие друзья, товарищи, не забывайте делать шею. Очень важно. Да. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Еще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Олимпиаду будешь смотреть? Я думаю, что да. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Мне кажется, я только проснулся. Вот видишь, как только шеей начали заниматься, сразу глаза открываются. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились и завершаем. Убрали плечи назад, вниз, макушка тянется вверх на протяжении 10 счетов. Растяжение идет постепенное. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение. Опустили подбородок на грудной отдел и выполняем полуповороты к одному плечу. Опускаем и точно так же ко второму плечу. Начинаем. Опустили в центр. И работаем. Раз. Темп выполнения не быстрый.
Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. И по последнему разу делаем. Восемь. Восемь. Хорошо. Теперь подбородок выдвигаем вперед и вверх. И из этой точки точно так же рисуем арочку к плечу в одну сторону и к плечу в другую сторону. Тоже по 8 раз в каждую. Я просто... Да. Те, кто работает в колясках, либо на стульях, лучше опереться, потому что здесь корпус должен быть расслаблен, чтобы вы не держали себя поясницей, а работали именно шеей. Убрали вперед и вверх, и начинаем работать. Раз, к плечу аркой. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. И восемь. Восемь. Хорошо. И еще одно упражнение. Значит, представьте, что на кончике носа у вас находится грифель, да, то есть карандаш. И мы рисуем восьмерку. Сначала вертикальную, да, а затем горизонтальную. 3 восьмерочки рисуем вертикальных, 3 горизонтальных. Голова и шея, соответственно, повторяют за кончиком носа эти движения. Спина прямая, плечи прижаты к спинке, либо вы их просто удерживаете и начинаете работать. Восьмерочка, работаем. Не смотри на меня, давай рисуй. Смотри, может, ты криво рисуешь. Я бумагу могу подставить, у меня будет идеальная восьмерка. Давай. Раз. Два. Забыла сказать, что рисуем в разные стороны. Сначала в одну 3, потом в другую 3. Тоже получается 6, да? Ну, вот так, с девочками всегда считают, они так себе. Ну, я конкретно. И в обратную сторону. Раз, восьмерка. Два, восьмерка. 3 восьмерка. Хорошо, сделали немножко нет, нет, нет. Да, да, да. Я не бледный случайно? Ты бледный. Ты не случайно. Это не случайно. Так. И рисуем восьмерку горизонтальную. Сначала в одну сторону, а потом в обратную. Давай. Папа купит себе что? Папа купит себе коньяк. Коньяк. Я думала, конструктор. Да. Давай. И. Раз. Два. 3. И в обратную. Раз. Два. 3. Хорошо. Мне хрустит все в шее, вообще капец. Все нормально. Я понял. Немножечко поболтали. Нет, 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 сделали. Да, да, да. Опять нет, нет, нет. Да, да, да. Первая часть наших упражнений закончена, и теперь мы переходим к вертикализации, к шведской Да, стене. мне реально тяжело хотеть капец. Да я вижу, что ты какой-то... Это что? Не знаю. Я думаю, вчера мне очень тяжело вставалось. Это просто надо было видеть. Это был капец какой-то. Я хотел все бросить. Потом подумал, блин, отлаживать это на четверг. Себе дороже.
Я правильно понял? Правильно подумал. Просто если прям совсем тяжело было, нужно было сделать меньше нагрузку себе. Там не 30. Мне рукам верхним плечевому тяжело. Я, значит, вчера руками сильно тянулся. На ноги-то фото, смотрите, перестал. Повернулись мы к шведской стенке, пересели. Дима сейчас будет разминаться, а я отвечу на вопросы. Нормально, вроде бы сам. Так, стоишь? Да, висишь. И стоишь. Стою. Стоишь? Да. Хорошо. Я же это, пока не могу отвлечься тогда. Так. Спросите, пожалуйста, у Кати, как распределять нагрузку. Верхнеплечевой я тренирую вместе с вами. Потом вертикализация, приседы 25 раз по 3 подхода. Отработка шага, вынос ноги. Фитнес-резинка на 32 килограмма по 30 раз 3 подхода. Кольцо пилатеса по 30 раз 3 подхода. Еще степ, велотренажер, получается загрузка бедра и ягодиц по полной. Так можно или как надо? Значит, смотрите, если у вас данная... тут еще дальше есть переписка, да? Это не каждый день, а через день. А на следующий день растяжка и что-то облегченное. Так, значит, смотрите. Если подобного плана нагрузка, как вы описали, у вас будет каждый день, вы очень быстро выгорите. Да? То есть ваши мышцы перезагрузятся, вам будет тяжело и нету совершенно периода восстановления. Так как вы написали, что вы работаете не каждый день и через день, а на следующий день идет растяжка и что-то облегченное, то есть, я так понимаю, какие-то разминочные упражнения, то это вполне себе достойная тренировка, учитывая то, что вы совсем с этим справляетесь. Вы должны понимать, как бы не был построен тренировочный процесс, у вас должны быть фазы. Фазы напряжения и фазы расслабления. То есть, если вы потренировали там ноги, бедра полностью, да, вы можете и на следующий день над ними поработать и потренироваться. Но тогда на третий день вы вообще их не задействуете. Максимум, что вы делаете, это растяжка. А может и 2 дня вы их не задействуете. Так как у нас канал профильный, да, то есть профиль это восстановление в основном после травм, и вы хотите восстановить нижние конечности, то есть такой режим не актуален для вас, да, вам нужно тренировать ноги практически каждый день, а соответственно, значит, тренировка должна быть через день. Ноги должны включаться в работу через день. Если это не приседы, значит это какие-то резинки. Если это не резинки, не приседы, вы вообще очень сильно устали, возможно, у вас есть мотомет, и вам тогда мотомет покрутит ноги. Либо это какая-то растяжка на ноги должна быть. То есть они должны быть как-то задействованы ежедневно. Это что касается ног. Да? Вот корпус, пресс, спина, верхнеплечевой пояс, бицепс, трицепс, кисти, кому нужно отрабатывать шейный отдел позвоночника. Это все вы еще дополняете свою тренировку для ног, либо чередуете. Если у вас чисто ноги и прям большая нагрузка ушла на ноги, то вам нужен какой-то отдых. Поэтому я считаю, что это достойная тренировка, ту, которую вы описали. Вам ничего менять не нужно. Единственное, что не забывайте включать в вашу тренировку корпус. Это пресс, спина. Возможно, в те дни, когда вы не тренируете ноги, да, вы работаете с прессом и спиной, с бицепсом и с трицепсом. Но ноги все равно желательно растягивать. Да, растяжка ног должна быть в любом случае. То есть вы потренировали, на следующий день вы их растягиваете. А включаете в тренировку, например, пресс и спину, там, где не задействованы ноги. Просто есть же тренировки, где и ноги могут быть задействованы для того, чтобы потренировать спину. А есть тренировки, где можно исключить ноги и
изолированно тренировать спину. Достойный план тренировок достойного подписчика. Да. Но я считаю, что Нет, правильно, прям правильно. можно равняться, потому что нагрузка очень хорошая. Верхнеплечевой, я так понимаю, если вы делаете с нами, ну, постоянно, плюс вот вся та нагрузка, которую вы описали, то есть, скорее всего, вам достаточно просто выполнять наши упражнения для верхнеплечевого пояса. И тем самым вы себя разогрели и подготовили для выполнения следующих упражнений. Мне кажется, уже пора на работу этому человеку, да? Можно, да. Он и приседает 300 раз, и И с бегает. пилатесом работает, Да, и да. ходит, и велосипед Да, крутит. да, да. Пора на работу, да. Пусть не на сложную, пусть не грузчиком, но сторожем по периметру можно. На велосипеде. На велосипеде. Удачи вам в ваших тренировках. Да, а нам Так, ну что, а мы поворачиваемся и пойдем гулять? не хочу. Тебе тоже пора на работу. В ходунах пошли. Да, сторожем в ходунах. Да. Если кто, хрен кто убежит. Он на тебя как увидит, замертво Я упадет. думаю, здесь брать нечего. Здесь брать нечего, здесь даже на стороже сэкономить. Так, ну что, давай готовь. Так, пока мы готовимся, я фиксирую Диме стопы. Дима хочет пообщаться. Нет, я хочу пообщаться. Я хочу поговорить на одну очень важную тему. Что там по Марсу? Все хорошо. Жизнь есть, нету? Конечно, жизнь на Марсе есть. Да, смотрите, Океаны, воды. слетел трохи так. Катя мне забинтовывает ноги, потому что у меня стопы не держат. И если у вас не держат, желательно забинтовывать стопы, чтобы правильно становилась нога, если при ходьбе. Правильно, Катя? Конечно, чтобы Чтобы не вы- цепляться носком, чтобы не волочилась стопа. Чтобы на носочках не прыгать в будущем, как балерун. Мгм. Катя, просто сейчас вот разговаривали про тренировки. У меня иногда спрашивают, как бы, ну, иногда бывает, именно как тренируюсь я. Я просто расскажу, как это было с самого начала тренировки моей. Как только я получил травму, первый год у меня распорядок дня был следующий. Я просыпался, завтрак и сразу вертикализация. Вертикализация минут 30-40 у меня была. То есть я стоял, меня привязывали, я стоял. Что правильно. А потом, соответственно, я падал на кушетку, именно сразу после вертикализации. А почему так получалось? У меня была очень сильная спастика. Она была безумная, и после того, как я повертикализировался, у меня по ногам спастика немного уходила. Я так понимаю, из-за того, что они чутка устали. И потом у меня был шанс позаниматься. Занимался я, конечно, не один, потому что я не мог ни пересесть, ни меня пересаживали. И было все печально, грустно и абы как. Но тем не менее, пересаживался на кушетку. Кушетка у меня сразу, с момента, меня забрали с больницы, у меня уже дома стояла кушетка. И шведская стенка. То есть шведская стенка, коленный упор и кушетка. Можно на пол все, пересадить легче с кушетки, чем с пола поднять человека. Поэтому кушетка это дело такое. Кушетка – это одно из самых первых, что вы должны приобрести после того, как у вас случилась травма. Если вы будете заниматься на диване, на кровати, это, конечно, хорошо, что вы занимаетесь, но эффективность гораздо выше и лучше, если вас будут пересаживать, перекладывать, перекатывать Да. на кушетку. Там совершенно другое положение тела. Другое пальто, короче. Другое положение тела, другая опора, она твердая, она не мягкая. Ну, то есть, мы про это много раз говорили, поэтому не будем повторяться лишний раз. Значит, потом после вертикализации, вот я падал на кушетку и занимался. У меня были занятия там с фитболом, такие, с помощником, пресс и всякое многое другое, там упражнений. В принципе, те, что делаем мы, и те, что у нас есть там на начальном, активация. Обычно в упражнениях, если написано слово активация, это значит, это то, что делаю я на начальном этапе. Все, потом у меня, допустим, завтрак там или что-то еще, и приступал я, был небольшой отдых, понятно, но во время отдыха начинались у меня руки, потому что я шейник, и руками надо заниматься было постоянно. На руки у меня уходило часа 2, то есть вы на канале можете посмотреть, там для кистей, для пальцев, упражнения, которые я делал.
2 часа у меня уходило на это, и я даже засекал. То есть это пока там горох поперебрасываешь, пока там поразминаешь, все вот это. Да, потом опять небольшой отдых, потом у меня опять была вертикализация. Потому что, опять же скажу, что вот все, чуть-чуть посидел, у меня спастика, все, заниматься нельзя. Я опять стоял минут 30-40, и потом у меня уже была вечерняя фаза тренировок. То есть у меня упражнения делились на вечерние и утренние. Ну, вечером я мог, там, мне могли ноги подвесить на резинки поделать, там, либо там на четвереньках постоять. То есть вот это еще было 1,5 часа. То есть, грубо говоря, я целый день занимался. Это вот у меня было поначалу. Потом я перешел на тренировки, тренировался. У меня, ну уже про руки я не буду говорить, руки у меня были постоянно по 2 часа. Потом я их прошел год-два, может быть, я не буду помнить. 2 часа вечером у меня были руки. И днем у меня было час вертикализация. Мотомеда у меня тогда еще не было. Час вертикализация и 3 часа где-то тренировка. Возле шведской стенки, на полу, ползание, там, как Катя сказала, было поделено. Там понедельник, среда, пятница у меня были ноги однозначно, там, выпрямления, там, приводящие, отводящие, там много всяких упражнений. Упражнения я, как правило, старался чередовать, не зацикливался на одном, чтобы не было, ну, это неправильно, короче. И да, у меня был вторник, четверг, это корпус, пресс, как бы, может, часть, ну, там я уже регулировал сам. Вот такие были дела. Потом уже прошло, когда 4 года, когда уже Екатерина Леонидовна снизошла с Олимпа и согласилась помогать. У нас тренировки наши построены так. Вот на сегодняшний день. Значит, понедельник, среда, пятница. Это работа с инструктором. Тренировка идет 2 часа. Ну, пусть там полчаса на болтовню, 1,5 часа это тренировка, вы это все видите. Вторник, четверг я занимаюсь сам. Вторник я стою в брусьях, кто на канале давно тут знает. А в четверг у меня просто вертикализация. Вертикализация возле шведской стенки, упражнения, вынос ноги, там, отставление, там, повилять, по стеночке упражнение попрыгать. на баланс. Так, да, упражнение на баланс. На баланс где-то она длится у меня час. Вторник я час встаю, ну, в брусьях, час, вот у меня так. И в четверг тоже я занимаюсь час. Ну, перед этим, конечно, полчаса там разминка какая-то, растяжка, все. Руками сейчас я уже, ну, не занимаюсь, потому что не хватает на самом деле времени просто. Получилось, что работа нашлась. Но я в быту делаю все руками. То есть ложка, вилка, там, помыть посуду, там, все вот это. Побриться самому. Да, побриться. То есть я уже в быту руки делаю все в быту я делаю сам. И у меня получается... А руки развиваются еще даже круче, чем когда я там перебирал зерно. Но это уже потому, что все-таки этап пошел другой. И все, и обязательно мотомед. 40 минут, 45 я кручу. 30-45 минут. Я уже смотрю по состоянию ног. Я кручу велосипед. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Все, 5 дней. Суббота, воскресенье, все, гуляй, Вася, что хочешь, то и делай. Организм должен восстанавливаться. Да, вот такой вот распорядок дня. И вот этот вот последний на сегодняшний день, он для меня самый идеальный, потому что я вижу другой прогресс, другие темпы и другое все. А вы уже решаете для себя сами, как себя загнать. Или разогнать. Или разогнать. А мы начинаем. Да, а мы начинаем. Я никуда не пойду. Когда-то мне было трудно стоять, а сейчас я стою и отдыхаю. Вот это сила, да? Вот это результат. Прошло почти 5 лет. Ух ты! Раз. По ступенькам пойдем скоро. 2. Скоро. 2. 3. 4. Попробуйте еще раз. Да. Хватит. 5. 6. 7. 8. 9.
29. За книжкой с анекдотами? Да, я за книжкой с анекдотами. 30. 31. Я же за тобой не угонюсь. Догоняй. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 79. Сам справишься? Да. 93. Стоишь? Сейчас постой немножко. Можно присаживаться. Честно тебе сказать? Конечно, честно. Мне понравилось, знаешь, что? Первых пару шагов вообще классно. То, что это было быстро. Сегодня. Темп. Темп. Сегодня был темп такой хороший, нет? Да. Ну, такой. И четкий, без каких-то пауз, без каких-то долгих. Встал и пошел. Да, встал и пошел. Сходил на кухню и вернулся. Понюхал, как там вкусно пахнет, аж спать хотела. Переходим к следующему этапу вертикальной тренировки. Это становимся возле шведской стенки с фиксированным тазом и будем выполнять наклоны в стороны. Работа косых мышц корпуса. Да? И следующим нашим упражнением будут полуприседы, тренировка поясницы, пресса, ног, ягодиц. Да, Дима? Да. Оп. Чуть-чуть. Оп. Достаточно? Да, уже не дышу. И так стенка отошла. У нас по понедельникам есть тренировка, там, где я на колени, на четвереньках стою возле шведской стенки. Да. С пола. Да. И в чате появился вопрос, что вообще дает это упражнение? Я не стал отвечать. Потому что нет, оно есть, про него подробно, захотят посмотреть, но если есть желание, может повторить. Ну, что вообще дает вот это упражнение? Из положения, сидя на попе, вы стали на четвереньки, и потом из четверенек вы полностью стали на колени, да? Про это упражнение? Ну вот в понедельник, которое у меня второе основное.
После степа. После степа. Что оно дает? На самом деле оно дает очень много. Там тренируется практически все тело. Единственное, что нам там не тренируется, это стопы. Да? То есть вам нужно из положения сидя на пятках стать на колени. То есть это мини-вертикализация, которую вы выполняете самостоятельно, да? Причем она усложненная. Когда вы из положения на стуле, да, тут уже угол сгибания в бедре есть 90 градусов, а там угол сгибания в коленном суставе гораздо больше, да? И вам нужно вывести свой таз, свой корпус в это положение. То есть там прорабатывается вся спина, весь пресс. Далее, когда вы уже приподнялись на четвереньки, то есть уже там включается бедро, ягодица, опять-таки продолжает участвовать поясница, то бишь спина, и пресс. И когда вы уже стали на колени, да, то есть здесь уже идет такая мини-вертикализация, то есть ваши ягодичные должны, и ваш пресс, и ваша поясница должны удержать ваше тело возле шведской стенки в прямом положении, да. Вот, пожалуйста, что оно дает, на что оно влияет. Ну, то есть оно... Кому легко это делать, сделайте без рук просто. Да, если вы можете это делать, вы можете делать, например, кстати, не возле шведской стенки, вы можете сделать это, попробовать на табуретке, опереться на диван. Да вообще не опираться. Можно? Чё? Для того, чтобы совсем не опираться, там будет работать пресс, ягодица, бедро, задняя и передняя поверхности. Это, можно сказать, уже почти здоровый человек. Вот я про это и говорю. Я же про здоровых людей. Вы же стремитесь к здоровью, да? Вот Дима шуткует, поэтому берите, делайте тогда без рук. Кстати, там можно в том упражнении регулировать нагрузку на руки. То есть, если вам на начальном этапе прям сложно, вы больше руками захватываете, дотягиваете сначала грудной отдел, перехватываете, вытягиваете вверх себя, да. А к моменту, когда вам становится попроще, полегче, вы руками просто придерживаетесь, и это будет тоже для вас усложнение. Основная задача – это вот это движение бедро, таз, ягодицы, нижний пресс, поясница, которые участвуют практически в любом вставании. Да? И эти мышцы, если вы натренируете, вам потом будет гораздо легче ходить, будь то брусья, будь то ходун высокий, низкий, или это будут трости, или это будет просто ходьба вдоль стеночки, да, или это уже потом будет ходьба без любой опоры. То есть там включаются те группы мышц, которые вам в дальнейшем понадобятся для ходьбы. Напоминаю про вот это упражнение. Значит, стоим в коленоупоре, таз у нас фиксирован. Это для того, чтобы мы не акцентировали внимание на нижней части туловища. Да? И выполняем проработку. Выполняется наклон, рука за головой. Вы можете это упражнение начинать выполнять, не заводя руку за голову. Да? Вы можете просто выполнять максимальный наклон в сторону. Одна рука придерживается за шведскую стенку, и даже вот на начальном этапе можно одной рукой придерживаться за шведскую стенку, второй рукой находиться вдоль корпуса, выполнить наклон растяжения межреберных промежутков и косых мышц пресса, да, и затем за счет их сокращения вернуться назад. Не за счет той руки, которая находится в упоре, а именно за счет сокращения и растяжения мышц корпуса вы выполняете это упражнение. Далее вы можете усложнять. Вы можете вторую руку опустить тоже вдоль корпуса и работать как маятник в одну, во вторую сторону. Опять за счет сокращения этих же групп мышц. После этого вы руку можете забрасывать за голову. Тоже два варианта. Либо с опорой на шведскую стенку, как делает Дима, либо можно потом в дальнейшем будет убрать вторую руку с опоры на шведскую стенку и работать с наклоном, но при этом таз фиксирован, потому как если вы не зафиксируете таз, вас может просто повести, спастика может выбить ноги, поэтому, особенно если у вас жесткие спастичные моменты, то есть вы должны себя в первую очередь обезопасить. И не навредить себе. И соблюдайте ось. Ни назад не отклоняемся, ни вперед, да, ровно. все верно. Мне тяжело, Катя. Было раньше, а теперь легко.
Катя? Да. Еще вопросы? Нету. Я здесь, не волнуйся. Так, Да, понятно. еще один подход в одну сторону, да? Да. Ну, если 2 по 10, по 2, 2 по 10, как там ты правильно Угу. говоришь. 2 по 10. Вот когда думаешь Угу. про то, как становишься и опираешься вот на ногу, вот сейчас вот правую, Угу. оно как-то легче сосредотачиваться. Я просчитал, сколько я сделал, не знаешь? Ладно, еще 3. Что это? 4 мне показалось. Может, сказал 3, ладно. Ладно, 4 уговорила, ты же инструктор здесь, не я. Так, отдыхаем. Сигареты есть? Мы не курим, мы за ЗОЖ. Не пьем уже. Послезавтра будет 3-й день. Да. Видишь, как хорошо. Да, нормально. До чего тебя диета довела? Еще не довела, а в конце там вот вообще, короче, психологическую травму надо будет идти лечить к психологу. Не волнуйся, мы поговорим об этом в эфире. Вряд ли. Будут ли эфиры? И будут ли эфиры, и ты развеешься. Ну что, Катерина? Ты готов? Нет. Тогда я немножечко расслабляю. Чтоб ты себя собрал, да? Да. Так. Вот так, я думаю, для начала. Посмотрим, да? Значит, переходим к следующему нашему упражнению. Подвяз расслабляется. Руками Дима не держится, хотя вы на начальном этапе, выполняя подобного плана упражнения, можете придерживать себя руками. Задача осознанно пытаться выталкивать таз, пряжечку ремня, как будто вы пряжкой ремня тянетесь к шведской стенке, да? Таз, напрягая ягодицы, выталкивая себя бедром вперед, а руками минимизировать хват за шведскую стенку. Прямо расслабляете руки и осознанно выполняете движение. Макушка при этом растет вверх, грудная клетка, так же как и пряжечка ремня, подается вперед, то есть это последовательная подача корпуса вперед. Ноги находятся в коленоупоре, да? Тем самым вы тренируете мышцы бедра и одновременно тренируется колено, то есть замыкание в коленном суставе. Поясница очень тренируется и ягодицы. Ну вот, а возьми с пальцами буквально за шведскую стенку и сделай то же самое. Настолько же сильно тренируется поясница в этот момент? Я уже привык, что я не могу держаться. Я поняла. То есть либо мне тянуться, либо нет. Ладно. Да, я поняла. Давайте Но чуть дальше. давай дальше. Капельку. Это, наверное, вот столько. Давай, подожди. Угу, да, давай. Это не капелька получилось, да? Сейчас сделаем. Капельку назад. Капельку назад, да, я многовато сделала. Оно же еще и подрастягивается. Под моим. Весом. Какой там вес у меня? Воробьиный. Ну, так себе воробей. Отлично. Что надо, да? Вот, смотрите, на камере, скорее всего, вы практически не заметили разницы, да? Но разница есть. Разница где-то в полсантиметра. То есть она совсем незначительная. Убрали подвяз чуть-чуть дальше, да, и не хватает напруги, как говорится, да, не хватает усилия для того, чтобы выполнить это упражнение самостоятельно, без рук, за счет напряжения мышц ягодиц, поясницы, пресса, бедер, да. Значит, надо чуть-чуть вернуться назад. И таким образом вы корректируете свое упражнение, то есть вы в нем работаете, чувствуете, что хочется уже глубже присед сделать, значит, делайте, пробуйте, регулируйте. Если начали пробовать и, ну, вот прям не выходит, а на более узком подвязе, да, то есть когда поближе к шведской стенке, все более-менее, но вам тяжело, значит, оставляйте вот это и продолжайте, добавьте еще подход, например, или в самом подходе количество повторений.
20-30 я сделал. В этом положении. Ну, ты поняла? Достаточно. Ну, 10 поменьше и 30 побольше. Давай присаживаемся. Короче, сейчас раскрою тебе прикол. Знаешь что? Вот, короче, когда встаешь, напрягаешь пальцы, легче вставать. На ногах. Ну, выталкиваешься, получается, как-то ногами. под себя у меня. Ну, пальцы именно. А, ты именно на пальцах сконцентрировался? Да. Ну, видишь, у каждого индивидуально, но по-хорошему... У меня есть стопы. У меня есть шевеление в пальцах чуть-чуть. И когда, конечно, пальцы я под себя и стопы, наверное, выдвигаю. И получается, как-то цепь чуть-чуть по-другому, и мне как-то полегче вставать. Это знаешь, как я тебе расскажу? Когда, ну, вам это мужчинам не знакомо, а для девушек, я думаю, будет понятно. Когда едешь в общественном транспорте на каблуках летом, да, и автобус начинает, ну, туда-сюда шататься, да, а каблук достаточно большой, неудобный, или часто ты не ходишь на каблуках, уцепиться особо не за что, и большая толпа людей, и такое ощущение, что ты когтями просто впиваешься в саму обувь для того, чтобы хоть как-то удержать тело в качающемся этом автобусе. Да, поэтому давай педикюр отращивай. Будешь цепляться педикюром в пол. Так, ну что? К части нашего занятия. Да, к завершающей части нашего занятия укладываемся на растяжку. Вообще проработал все. У меня вот все больше и больше болит вот здесь вот по бокам мышцы вот здесь ягодичные. Я думаю, что да, у тебя все больше и больше включается, ты правильно сказал, ягодичная мышца, где-то грушевидная, где-то большая, где-то малая. Да, потому что я уже сижу на твердом, уже не чувствую, как у меня там сухожилия по заднице перекатываются. То есть там уже мягкие булочки? Ну, они там и были. Сейчас они становятся такие... Накачанные. Упругие. Были мягкие, стали упругие булочки. Да. Так, ну что, мы начинаем растяжку. Дима будет работать с утяжелителями на руках. И сейчас заодно у нас, вот пока я переключала камеру, возникла беседа по поводу того, как же Дима начинал писать ручкой. Да. Я думаю, что вам будет интересно послушать. Может, у кого-то как раз сейчас этот этап, и вам хочется потренироваться. Смотрите, значит, как я учился писать ручкой. Купил себе ручку без нажима, которая пишет, это капиллярная, либо гелевая, да, ну, как они там называются, я не знаю, ну, вы поняли, о чем я говорю. Причем закладывал в руку не как все там шейники между пальцами, что, а именно брал, ну, старался держать. Правильно. Да, она у меня падала 300 раз, 400, 500. Но все равно, через терник звездам. Включал кино, либо сериал какой-то. И вот они говорят, я какое-то слово услышал, пишу его. Потом написал слово, они там дальше говорят, я другое слово пишу. И получалось, вот за час я начинал писать там, вот, ну, там пару строчек только. И потом уже в конце, это уже было, ну, наверное, год назад, я уже так не практикую. Уже я пишу, потому что там по работе, то все. Я писал 2 страницы за час. Ну, то есть, да, почерк, конечно, такой сразу кривой был, а потом он выровнялся почти такой же, как и до травмы. Вот так. Такой же кривой, как и до травмы. Я врач просто, ты должна понимать. Я, конечно, я да. В будущем я врач, поэтому я тренирую почерк. Это мелкая моторика, она вообще классная на самом деле. И вот правильно сесть, выпрямить спину. Как в школе, как в 1 классе. Спину выпрямил, а на одну руку облокотился, второй пишешь, и причем пишешь, в любом случае сразу пишешь локтем. Ну, то есть вот так. От локтя. От локтя пишешь, от локтя плеча. А потом начинаешь сосредотачиваться и писать кистью. И вот сейчас я когда пишу там что-то мне заметки какие-то надо сделать, я стараюсь писать пальцем. И вообще, получается, конечно, трохи кривовато, но уже пальцами получается. Это уже хорошее дело. То есть вначале вы работаете от локтя, да? То есть пишете от локтя, или вообще некоторые от плеча начинают. Да. Потом вы работаете от локтя, далее вы начинаете работать от кисти, а потом еще и пальцами. А потом вы работаете еще и пальцами, да, вот это вот движение. То есть так, чтобы вам было понятно. Ну, в принципе, все правильно. Слава Богу, хоть что-то правильно у меня. На самом деле все достаточно легко,
понять, Да, если легко. об этом задуматься. Ну, Да. как восстанавливаться, да? Да. То есть вспомнить, а как же, с чего же я начинал в детстве, да? Как я учился писать, как я учился держать ручку. Понятно, что сейчас это все будет гораздо сложнее, гораздо, ну, там где-то тогда же были силы, не было умения и навыка, да? А сейчас нету, например, Ничего. силы в мышцах. Но умение и навык, они остались. Поэтому задача включить именно мышцы. Понятно, что если там нерв перебит и вообще полная плегия, то с этим, ну, другие моменты работают. Но все равно. Но если хоть тонус хоть какой-то есть, учитесь, тренируйтесь. Начинайте с плеч, с локтей, с чего получается. Кто шейники. И тренируйте. Не, ну у меня еще как бы дочка маленькая. Я наблюдал, как она там пуговицу застегивает, как пальчики держит. И я уже так присматривался. Да, да. На самом деле маленькому ребенку застегнуть самому себе пуговицу это Да. сложное арифметическое действие. Да как сейчас моя малая, уже вот 6 лет, говорит, я все пуговицы могу расстегнуть, кроме верхней. Я говорю, чего? Ну, а ей надо смотреть. Угу. Ну, то есть еще нет. Говорит, так иди к зеркалу. Гениально! Полетела к зеркалу. Видишь, как? Да, и надо наблюдать, допустим, если хотите шаг выработать, вот как, если уже ходите, как вот человек ступает. Прям вот полностью посмотреть, просмотреть движение, да. И причем не одного человека, потому что есть там кривые, косые, а там да, посмотрите проанализировать. на человека со стороны, как же это все происходит, и попробуйте повторить. Потом встаньте перед зеркалом, если есть такая возможность, поставьте зеркало, если есть такая возможность рядом с собой, посмотрите, как же это делаете вы. Сейчас, пускай даже с зеркалом многие могут написать, да, где же взять такое зеркало, пусть вас кто-то снимет на камеру, ну вот проще, наверное, быть не может. На ваш телефон снимет, и вы посмотрите, что вы делаете, как вы это делаете, да, что вам не нравится самому или самой в своем движении, что вы хотите исправить. Попросите кого-то из домашних сделать это же упражнение вместе с вами, посмотреть, как этот человек делает упражнение, тот же присед, да, как ты присаживаешься на стул, ну-ка покажи, там 3, 5, 10 раз человек присел из ваших близких, да, а потом вы 3-5 раз присели на стул, и вас за это время сняли на камеру. Посмотрите, в чем разница. Пускай и его снимет кто-то на камеру. Вы его, а он вас. Посмотрите разницу на камере, если вам тяжело вот, визуально запомнить. Я когда занимался сразу после травмы с мамой, там, с женой, и я всегда просил, допустим, на четвереньки встать. Я говорю, встань, покажи как. Вот она становится, я смотрю, там вот это вот бедро вперед как подать, на какую ногу опереться, вот это вот все анализировалось, да, я делал. Ну, не всегда может быть правильно, но тем не менее. Как дети перенимают привычки взрослых, да? Особенно маты. Они же сначала смотрят, слышат, да, потом повторяют, делают в похожей ситуации, либо просто без ситуации, просто понравилось там слово, если это слово, или действие, значит, они просто решили там в игре в какой-то повторить данное действие. Нахмуриться, сморщиться, да. Точно так же и здесь вы заново вспоминаете свои движения. Посмотрите на ком-то, как это происходит. Вот посмотри, как я за бодрость тянул плечо. Да вообще. Я его уже практически выровнял. А практически нет разницы между здоровым и больным. Вот видишь? Там только в локтевом немножечко. За год. Попробуем. Да, вот, ну, когда чуть-чуть вот, локоть. Да. Компенсирует. Ну, оно еще у меня побаливает. Я думаю, еще чуть-чуть, и я уже буду как вообще нормально. Пойду играть на Олимпиаду. Будешь за меня болеть? Конечно. А по какому виду спорта? По пауэрлифтингу. По какому лифтингу? По пауэрлифтингу. По лифтингу, может быть, да, но пауэр там нету. Ой, хорошо-то как. Мне кажется, у меня истерика. Нет, истерика у тебя обычно как-то по-другому проявляется. Мне кажется, все хорошо сегодня. С твоим самочувствием, состоянием ты улыбаешься. Не, ну вначале вообще было, видела, как побледнел. Вначале, да, было. Но сейчас солнышко вот выглянуло, прояснилось немножко.
Я плыву в бассейне. А ты ходишь в бассейн? Нет. Боишься плавать? Нет, не боюсь. Я хочешь? люблю воду в ванной. Ты, короче, исключаешь этот, да, вариант нырнуть. В принципе, мне бассейн нравится. Мне не нравится... Люди, которые это находят? Нет, мне не нравятся последствия после бассейна. Ну да. Это надо сушить голову. Вот это вот. Лечить дерматолога. Вот как вариант. Ну так. Ну, просто есть люди, которые прям любят плавать, да. Я спокойно отношусь к самому плаванию. Вот мне больше нравится баня, сауна. Это мне нравится. Мне тоже это нравится. Девчонки в бане, в сауне. Слушай, я устал. Ты устал? Это ж хорошо. Когда ты устал в конце тренировки, это гораздо лучше, чем когда ты устал без тренировки. Если я скажу, что я очень устал, то что-то поменяй. Конечно, я порадуюсь еще больше. Значит, тренировка прошла хорошо. Ну что, я думаю, наша тренировка прошла хорошо. Раз Дима устал, Не, она была очень полезна, кстати, информативна. много чего рассказали, много чего вспомнили про вертикализацию, рассказали про распорядок дня. Мы надеемся, что вам было полезно. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось, делитесь нашим видео, нам будет приятно, комментируйте. Если есть какие-то вопросы, задавайте, будем стараться отвечать. Народ, счастья в ваш дом, мира, добра, всего самого хорошего. Всем пока, мы вас всех любим. Всего доброго!